Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Кинодрон. Сама история моего канала, можно сказать, началась с выхода видео о 5 лучших фильмах про Вторую мировую глазами немцев. Оно до сих пор является самым просматриваемым видео на моем канале и послужило тому, что я начал выпускать серию роликов о Второй мировой глазами разных народов, принимавших в ней непосредственное участие. Так вышли уже видео про американцев и про наших солдат, причем как глазами советского кинематографа, так и современными российскими фильмами. Обязательно советую вам их посмотреть, если вы их не видели. Но сегодня я решил продолжить эту рубрику и показать вам лучший, на мой взгляд, фильм про Вторую мировую глазами Японской империи. Картина про японскую императорскую армию времен Второй мировой крайне мало, я бы даже сказал, что их вообще нет. Если не брать в расчет фильмы 60-х годов, то можно сказать, что есть только один фильм, полностью раскрывающий образ японского солдата. И это фильм Клинта Иствуда под названием «Письма с Иводзимы». Решение Клинта Иствуда показать события, разворачивающиеся на острове Иводзима с японской стороны, было очень смелым решением. Во всем фильме не уделено ни малейшего места американцам. Фильм рассказывает о сражении за остров Иводзима. Он представлял собой стратегически важный пункт, из-за чего на остров присылают генерала Курибаяси, который некогда проходил стажировку в Америке и изучил военные действия американцев. Он сразу же меняет оборонную тактику находящихся на острове войск и большое место уделяет общению с собственными солдатами. Его нетрадиционные подходы в военном деле и общению с подчиненными вызывают негодование у старых традиционных командиров, которые смотрят на Курибаяси с недовольствием. Параллельно с жизнью генерала рассказывается история жизни одного из солдат по имени Сайго, который ненавидит эту войну и хочет поскорее вернуться домой к своей жене. В кино отлично показан быт как японских солдат, так и японских офицеров. Самый тяжелый момент в фильме – это то, что все герои картины знают, что обречены на верную смерть. Первая часть фильма рассказывает нам про будни японских солдат, их подготовку в обороне острова. Они очень уставшие, замученные ежедневными работами и злыми командирами, которые то и дело следят за их действиями, пытаясь поддерживать в них страх и дисциплину. Также раскрывается роль и типаж персонажа генерала, где показываются его воспоминания и личная харизма. Ближе ко второй части фильма начинается высадка американцев, где армия Японии встречает их ожесточенным сопротивлением. Одной из особенностей то, что в письмах нет никого, кроме японцев, американцы здесь присутствуют только в роли массовки. И фильм нетрадиционен по свету, в боевых эпизодах он даже не черно-белый, а серый, что придает ему вид военной хроники, но огонь и кровь в нем пугающе цветные. Начинается затяжной бой, где показана вся жестокость войны во всех ее проявлениях. Также хорошо проведена параллель между японскими офицерами и их солдатами, то что не каждый имеет желание с фанатичной идеей обрывать свою жизнь в случае неудачи. Ведь как раз это и делают большинство японских офицеров, понимающих, что они потеряли свои позиции, наплевав на приказ Курибаяси держаться любой ценой и в случае чего отступать и пробиваться к своим. Во время боя мы видим, как меняются образы солдат, как они видят себя и своих противников, как в голову им приходят мысли о полной бессмысленности происходящего, о том, что письма, которые писали они своим родным, по сути ничем не отличаются от тех, которые они находят в форме убитых американцев. Ведь главным качеством данного кино являются люди, а точнее человеческие судьбы, которых объединило это ужасное сражение. Одни просто хотят выжить, но другие следуют своим принципам и чести. Все они оказались на одном острове и вынуждены сражаться с врагом, который превосходит их по количеству и технике. Это первый фильм, о котором так ярко выражена и показана жизнь японских солдат во время Второй мировой войны, о том, что они чувствовали, о чем думали и чего боялись, какие мотивы ими двигали и как сложилась их судьба во время одного из самых кровопролитных сражений на Тихоокеанском театре боевых действий. Поэтому фильм «Письма с Иводзимы» можно с уверенностью поставить в один ряд с самыми лучшими военными картинами современности, где показана сторона людей, которые по факту в той войне были врагами. Спасибо большое за просмотр данного ролика, поставьте, пожалуйста, этому видео лайк, а также не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить выход новых видео. Обязательно напишите в комментариях свои отзывы о моем творчестве, ведь по сути канал молодой и любая активность видео способствует его развитию. А с вами был канал Кинодрон, меня зовут Андрей, всем пока!